привет! Сегодня на обзоре у часового будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Будет Nextool. На самом деле я его поставил на голосование. Проголосовало одинаковое количество человек. Поэтому на обзоре будет Nextool. Потому что на предыдущем обзоре у меня был флагшип. Он мне понравился. Это собственная конструкция от Nextoolовцев. А здесь, мне кажется, погуляли и Curl, и Surge, и Wave. В общем, давайте смотреть, что про него нам пишут. Весит он 264 грамма, немало. Сталь у нас идет 420J2, хотя на самом деле там несколько сталей, это можно подробно посмотреть на сайте. И размер у него не маленький, 110 сантиметров практически. Хотя упаковка максимально маленькая. Итак, давайте ее вскроем и посмотрим, что же там прячется внутри. Да, я забыл сказать, называется он Captain, то есть капитан. И также у него есть номер модельки, это NE20214. По комплекту я смотрю классика от Hoahau, хотя этот сделан не Hoahau, а Benovo. И Benovo, мне кажется, даже лучше качество делает, но сейчас проверим. Итак, у нас идет вот такая вот инструкция, причем на всех понятных языках. Для тех, кто не в курсе, все подробненько. Очень важное предупреждение о том, что данное изделие имеет одно или несколько острых лезвий. И гарантия около 1 года. Это вам не 25 лет, зато на второй стороне все 19 функций расписаны. И если не знаете, что для чего, здесь все подробненько. Убираем этот силикагель и давайте доберемся все-таки к ножу. Вот он, красавец. По поводу чехла даже не знаю, что сказать. Он на ощупь приятный, но если кидать, например, в машину, в бардачок, он будет собирать всю пыль. Если, например, носить у себя в рюкзаке, то, возможно, он и не сильно нужен. Итак, давайте пройдемся по качеству изготовления, оценим нюансы. Я попользуюсь им хотя бы пару дней. У меня как раз намечается там несколько разборов, сборов, стол и еще что-то. И можно будет реально оценить, удобно или нет. Но сразу скажу, он тяжелый. Носить 265 грамм на кармане, и я вам скажу, это то еще приключение. Как и обещали, длина в сложенном состоянии почти 110 сантиметров. Толщина 19,6 мм. И вы уже понимаете, что размеры вообще ни разу не детские. И я думаю, сразу заметили нюанс, у вспомогательных инструментов нет блокировки. Это, конечно, не критично, но при таком весе можно было добавить еще 10 грамм, может ничего не поменялось, и добавить блокировочку для этих инструментов. Давайте пробовать открывать инструменты. И с первого раза я не могу открыть, потому что здесь снята фаска. Это, конечно, хорошо, но плотно он открывается, и вы не откроете. Это я вам 100% говорю. Ну, можно, конечно, сильно давить, нет, все равно не откроете. Нужно смазать и немножко это все дело разработать. И охренеть, какой большой тут нож. Я бы сказал 75 мм. Режущая кромка 75 мм. Неплохо. И вот прошло уже практически 2 недели, как пользуюсь я данным мультитулом, и мое мнение по ножу не изменилось. Он все так же открывается, ну, полегче, конечно, я его смазал, но это одноруким открыванием пока я назвать, к сожалению, не могу. Конечно, можно раскрутить, но я считаю, что не все это будут делать. Я вот просто взял обычное вот такое вот масло, смазал, особо не помогло. Чуть-чуть лучше стал открываться. Он в принципе открывается плавно, но немножко получаются перетянутые винты и снята фаска, поэтому... Ну, для кого это важно, имейте в виду, нужно будет немножечко докрутить. А возможно, это мне так повезло. Далее у нас идет пила. Посмотрим, сколько она пила. Пила, кстати, открывается немножечко легче, наверное, потому что пила немножечко тоньше. Мы сейчас откроем все 4 наружные инструмента, а потом их немножко протестируем. Итак, все у нас, конечно же, на лайнер-локах, все приятно блокируется, ничего не шатается. Давайте замеряем режущее полотно. Зубья острые, на вид стандартные, направленные в одну сторону. В общем, проверим. Теперь у нас еще есть интересный инструмент ножницы. И если вы просто будете так их открывать, они, к сожалению, не блокируются. То есть при открытии их нужно еще немножечко приоткрыть. И тогда они с приятным щелчком блокируются, приятно нажимаются. То есть хорошее усилие идет. Опорную площадку можно было чуть-чуть больше сделать, как бы место позволяет. Можно было еще пару миллиметров добавить. Для того, чтобы прилагать усилия при резе, естественно, нужно опираться и палец, скажем так, свой полностью не продавливать. А вот тут немножечко тонковато. В остальном, по ощущениям, должны резать хорошо. И также у нас есть вот такой вот напильник. Естественно, с одной стороны он идет обычный двунаправленный, а с другой стороны вот такой вот алмазный. Плюс еще здесь есть вот такая вот пила. А вот давайте с него и начнем. Итак, у меня есть вот такой вот дюшман-нож, который попадает под все вот такие вот странные напильники. Давайте попробуем точить. Очень крупное зерно. В крайней ситуации вы заточить сможете. Но это такая себе заточка, крупноватое зерно. Оно будет затачивать, но здесь горит на уровне 200, наверное. А вот такая вот штука, она не зря тут лежит. Продается буквально за несколько баксов. Это специально для заточки крючков, ножей. В общем, такая штука, которая может быть у вас и вас может в определенный момент выручить. Давайте попробуем точить ею.
определенно мельче зерно идет. Специалисты по заточке, не переживайте, я просто оцениваю грит, я не точу. По большому счету это напильник последнего шанса. К примеру, у вас затупился топор, вы что-то рубили, вы этим сможете заточить. У вас затупился нож. Нож, конечно, после этого будет не супер ножом, придется править кромку, но если вам в конкретный момент нужен острый нож, этот напильник вам поможет. Зачем нужны такие напильники, честно говоря, не знаю. Возможно, для 3D-печати облой снимать можно хорошо, либо деревяшку пилить, либо палец чесать. Только в крайнем случае там какую-нибудь ржавчину сбить можно, вот, кстати, как вариант. Или по дереву можно. Да, по дереву нормально работает. И, кстати, вот эта вот пила, она хорошо работает как по дереву, так и по пластику. То есть она делает такой аккуратный, но очень медленный пропил. Думаю, будет также пилять и алюминий. В общем, моя оценка напильника: отличный напильник, может пригодиться. Напомню, модель Капитан не самая свежая модель, а у меня была самая свежая на обзоре. Это модель W4. И вот здесь некстуловцы сделали просто классную механику. Он мягко открывается, просто шикарно. Здесь не сточена вот эта вот штука. То есть палец хорошо цепляется. Открывается просто элементарно. Это я к чему? А к тому, что некстуловцы работают, и чем дальше, тем лучше у них получается инструмент. Нож, судя по геометрии и по форме, должен быть хороший. Давайте попробуем что-нибудь резать. Но единственное, вот с одноруким открыванием придется немножечко ослаблять крепление, если вам это, конечно, нужно. Вы видите, режет просто шикарно. Давайте еще порежем паракорд. Просто приятно разрезает, хорошая заточка. И для особых эстетов давайте порежем мандаринку. Довольно деликатный продукт, если резать его, к примеру, тупым ножом. Этот нож отлично режет. Нож получился отличный. 1 балл снимем за не очень удобное однорукое открывание. Но вот если бы здесь фаску реально не сняли, он бы без проблем открывался. Зачем сняли? Я не понимаю, поэтому давайте перейдем к ножницам. Вот так не открываются, а вот так открываются и блокируются. Режущая кромка около 28 мм. И сами по себе они массивные. Давайте попробуем, как режут. Вот они вот просто классно режут. Одни из лучших ножниц. Очень приятно нарезают как тонкую бумагу в виде салфетки. Ну, обычно, естественно, вообще режут шикарно. Так и паракорд, я думаю, будут просто уничтожать. На самом деле он тонкий, но если плохие ножницы, они его вообще не могут перерезать. Там с 3-го раза могут, некоторые с 4-го. А тут буквально с полраза просто разлетается. Ножницы получились отличные. Единственный вопрос, вот маленькая площадка, на которую давит палец. Очень плотный материал, будет не так удобно резать. А в остальном зачет. Что мы забыли? Правильно, пилу. Многострадальная дощечка, она еще пилилась вот этой пилой, поэтому давайте попробуем допилим. А давайте еще раз попробуем. Нормальная пила. Вгрызается хорошо, не зажимается. В общем, пользоваться можно. До 4 сантиметров палочки, веточки перепилить должна. В конце концов мы таки дойдем до пассатиж, а пока давайте проверим встроенные инструменты. И начнем мы с вот этой половинки. Не переходя к половинке, скажу, что здесь также есть линейка. Линейка идет как в сантиметрах, так и в дюймах. Если вам 9 сантиметров достаточно, линейка вам пригодится. И, естественно, отмеряет она вот от самого начала данного ножа. На глаз довольно точная линейка. Плюс-минус 1 мм, я думаю, тут допустимо. Эта сторона мне нравится больше всего. Первое у нас идет это шило. Нормальное шило. В конце, правда, такое толстое оно становится. Давайте попробуем его, к примеру, на той же деревяшке. Будет ли оно ковырять ее? Единственный вопрос, вы, наверное, уже заметили, здесь нет блокировки. А шило острое. И, скорее всего, вот эти штуки сделаны для того, чтобы вы их держали руками. Острое шило, которое складывается вам на руку. Вот такая себе ситуация. Не самая ковыряющая шило, но без проблем вы вот эту доску проковыряете. Показывать, как шить, я не буду, потому что вероятность того, что вы будете использовать этот инструмент, он порядка 1/100-тысячной, а я думаю, даже меньше. А вот проковырять дырку, я думаю, может пригодиться. Там, не знаю, что-то мастерите, там сверла нету и начинаете вот это вот ковыряние. Отверстие глубиной 3 сантиметра вы определенно проковыряете. Не буду убирать досточку, она нам еще пригодится, потому что у нас есть, что правильно, отвертка. Приятно блокируется, но, как видите, блокиратора абсолютно никакого нету. Вот не понимаю, почему на нем сэкономили. Пользовался данной отверткой, пробовал вкручивать в дерево шуруп. И я вам скажу, на начальном этапе, конечно же, она пытается сложиться.
Вот если прям так держать, то проблем не будет. Сама геометрия нормальная, то есть зацепляется хорошо. Единственное, что если вы крутите вот таким образом, вначале будет складываться. В комплекте идет как крестовая, так и плоская отвертки. При небольшой нагрузке абсолютно никаких потертостей я не наблюдаю. А еще бы не помешала фиксация вот в таком положении. В остальном эти два инструмента очень могут вам пригодиться. И теперь переходим ко второй стороне данного мультитула. Здесь уже инструменты попроще. Начнем, наверное, с вот этой большой отвертки. Я думаю, производитель ее подразумевает как отвертку, так и как небольшой ломик. Не то чтобы она была очень толстая, 2,2 мм, но и не очень тонкая. В общем, что-то поддеть, что-то отковырять, для этого, я думаю, она и предназначена. И вторая отвертка, совмещенная с открывашкой, идет более тонкая. Использовать ее можно как по крестовым шлицам, так и по плоским. Пробовать открывать бутылку, я думаю, смысла нет, 100% откроет. А вот попробовать снять изоляцию все-таки, я думаю, стоит. Здесь все-таки три инструмента: открывашка, отвертка и снятие изоляции. Режет хорошо, заточено, мягенько срезает изоляцию. Давайте проверим на проводе. Оп. Да, прям хорошо ощущает. Я подозреваю, она даже может порезать паракорд. Да, без проблем. Это самый полезный инструмент на этой стороне. И, конечно же, какой нож без открывалки консервных банок. И у данного инструмента единственная проблема: где найти консервную банку, которую нужно открывать консервным ножом. Многие говорят, что их на каждом шагу можно встретить, а мне они как-то вообще ни разу не попадаются. Но, судя по форме, нож сделан нормально, заточен, есть тупой угол. Проблем с открыванием банки, я думаю, возникнуть не должно. Блокировка такому инструменту не нужна, поэтому есть и хорошо. И, конечно же, основной инструмент. Пассатижи идут здесь подпружиненные, со сменными губками. Все как положено. Данный инструмент рассмотрим поближе. Как видите, в конце есть место для перекусывания более твердых материалов, есть место для перекусывания более мягких материалов. Сведение на хорошем уровне. По крайней мере, глазом я особых недостатков не вижу. Тестируем на волоске. Волосок хватает. Тестируем на салфетке. Прям самым кончиком отлично захватывает. По форме сделаны довольно толково пассатижи. Здесь идут везде закругленные формы, там, где вы на них надавливаете рукой. А вероятность закусывания кожи тоже небольшая. Вот сюда кожа не должна попадать. По крайней мере, у меня она никак туда не попадает. И есть такие варианты, что некоторые пассатижи закусывают. И можно работать практически с любой силой, с которой вы сможете. Если, конечно, они это все дело выдержат. Давайте попробуем перекусывать, к примеру, вот такие вот провода. Класс. Отлично режут. А давайте большой сразу куснем. Отлично перерезают. В конце у нас идет более тупая заточка, поэтому с первого раза может вот такой широкий провод она не перерезать. А если мы попадаем на начальную заточку, которая предназначена именно для перерезки таких проводов, вообще шикарно перерезает. А вдруг вам нужно будет сделать скобы для рогатки, и вы не будете знать, перекусит или не перекусит. Зажимаем, нажимаем. Перекусывает вообще без усилий. А все почему? Потому что плоскогубцы довольно большие. И, естественно, если вы здесь давите, то усилия будет намного больше, чем, к примеру, на коротких ручках. Поэтому можете кусать гвозди. Тем более здесь все меняется. Поломаете, прикрутите новые вставки. И, конечно же, вот то, что они подпружинены, очень удобно даже что-то откручивать. Прокрутили. В общем, пассатижи здесь отличные. Открывашка. Работать будет? Будет. Вот эта вот плоская отвертка, которая, она же ломик, будет работать? Будет. Полезная? Может пригодиться. Вот эта отвертка будет полезная. Открывашка, возможно, тоже будет полезная. И, естественно, можно зачищать провода. Недостаток всех трех инструментов, которые я заметил, это отсутствие блокировки. Вторая сторона у нас идет вот такая вот отвертка, в которой мы можем менять биты. Биты стандартные. Если у вас есть набор, то, естественно, можно с собой носить ту биту, которая нужна. Фиксируется хорошо. Фиксация простая, а вот такая вот подпружиненная металлическая штука держит хорошо. Шило нормальное, но оно немножко тупое. Если вам нужно острое шило, конечно, нужно его подточить. Но что-то проковырять, в принципе, пойдет. Но подточить, конечно, желательно. Оно должно быть немножечко острым. Все тот же недостаток, нет блокировки. Не критично. Хотя для отвертки вот желательно было бы. Была просто идеальная отвертка. Без блокировки хорошая отвертка. Пассатижи отличные, к ним вообще никаких вопросов нет. Кусают, сведены хорошо, закрываются приятно. Из нюансов, которые я могу отметить, это, конечно же, вес и размер данного мультитула. Он реально крупный и, к сожалению, на кармане вы его не поносите. Можно носить в рюкзаке, можно положить в бардачок. Набор реально работающих инструментов. По качеству изготовления также вопросов никаких. Все хорошо подогнано, никаких заусениц, все зачищено. В общем, с этим, конечно же, у производителя все на отлично. Если для вас отсутствие блокировки не принципиально, категорически рекомендую. Капитан от Nextool.